просьбе присутствующих я положил все-таки на пленочку. Да, спасибо Было большое, красиво. что вы учли наши пожелания. Вот. Набиваем верхний профиль. Они бывают разных размеров. Бывает уже, бывает толще. На широких створках мы используем широкий профиль. На узких створках мы используем, ну, это 45 мм, мы используем 29 мм. И есть еще два варианта нижнего порога. Либо 23 мм, или те же 29 мм. Рама вертикальная, обычно 29 мм, мы их не меняем. Вот, поправили веревочку аккуратненько и набиваем профиль. Переходим на эту сторону, набиваем эту профиль. Нитки бережем, это самое ценное, самое светлое. Ну да. То есть, если, не дай бог, во время монтажа мы перебиваем нитку, то Ну, связать ее не получится. связать, к сожалению, не получится. Да. То есть, это Не такой одеваем. момент, на нем надо акцентировать, Верхний конечно. профилек я обычно так немножко оттягиваю его ручкой. Угу. Попадаю, дальше набираю. То же самое делаю с этой стороны. Чуть-чуть оттянул веревочки, чтобы не перебить острым краем алюминия. Вот. Забыл отвертку взять. Ничего страшного. Да, тихо. Поддержим. Нет, всё, я же один ставлю. Вы один ставите, Александр, извините. Вот. Ага. Есть два варианта. Вариант первый. Удобно. Берем конструкцию, переворачиваем ее вверх ногами. И удобно будет снять. Рукой придерживаем створку верхнюю, чтобы она не провисала. Ой. Ровненько. Находим винтик. Вот, ну, то есть вы видите, что... Да. И аккуратненько, не сильно его подтянули. Лучше наоборот, тогда у вас не будет провисания по створке. То есть вот эти самые винтики, которые отвечают за регулировку натяжения, да? Так. Ставлю конструкцию. И проверяем, да. Уже есть. Да. А можно вас попросить зайти за нее, чтобы, так сказать... Так, ага. О! Вау. Вау. Замечательно. Снова открываем. Ну что, не прерываясь, попробуем. Да, теперь сама установка. Подносим конструкцию. А может, установку все-таки уже включим в живом эфире? А мы еще, у нас есть. Еще раз, да? Да, время есть у нас свободненько. Хорошо. Вот. Обычно я использую струбцинку. Замер я делаю по наплаву внутреннему, как обычно меряются москитки. Я делаю плюс 10 мм на скос профиля. Ага. Поэтому, когда я ставлю москитку, она у меня получается четко по краю профилечка. Струбцинкой поджимаю. Вот. И начинаю с нижнего угла. Вывожу его ровненько, беру саморез. Есть специальное место там. Первый угол есть. Потом беру вертикаль, вывожу, чтобы было ровно. Красиво. Ну это тот самый случай, когда вам и скамеечка не нужна, ни лестница, Да, когда это вы не достаете. высоко, это 2 с чем-то. Дальше я проверяю. Ага. Делаю верхний профиль. И нижний стык. Да. А теперь вы крепите... Сетка, Да. снимаю струбцину, сетка укреплена. Да. Но что получается? Есть легкий Да, люфт. люфт. Чтобы его убрать, я использую любой саморез, подлиннее. Смотрите, видите, есть небольшая несоосность. Здесь коснулась, внизу щель. Это убирается очень просто, натяжением. Я чуть нижнего элемента. Понятно. Чуть-чуть сильнее натянул. Не сильно, очень. И у нас уже ровненько. А там отпустили или тоже подтяг? Получается, да? Там я подтянул, а здесь немножко Ага, все понятно. Теперь она ровненькая. И после этого я креплю центральную часть.
Еще я с собой всегда ношу карандашик, Мгм. чтобы сделать эту штучку красивой. А, вы про... Это, кстати, ноу-хау. Нет, это стандартный вариант для хороших людей. Мгм. Вот. То есть просто мы его не видим, да? Да. И креплю вторую сторону. Мгм. Это чисто мы убираем дребезг, вот это вот. Понятно. Это на самом деле необходимости нету, продувания нету, комаров проползания нету, но это для того, чтобы просто людям было комфортно. Ну да. чувствовать. Одеваем декоративные колпачки, Мгм. сетка работает. Отлично. Что еще делаю? Ну, как бы как вариант улучшения работы. Я использую стандартный силикончик Мгм. для пшика. Тут направляющий, да? Да, да. Замечательно. Вот такой вариант работы. Да. Все, Все? дзинкуем, пане.